Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Morning, no need to give for garland, only evening. To continue, I also discuss Madhurya Kadambini Grantha. Так, продолжаем обсуждать Мадхурья Кадамбини. How to develop our spiritual life. Как развивать нашу духовную жизнь. Step by step, Shradha. Шаг за шагом. От Шрадхи. Постепенно от Шрадхи до Сакти, Бхавы и Према. Bhakti is as like an influenza of one kind of disease. Бхакти, оно подобно одной из болезней. Srila Sanatana Goswami Pad, Шрила Санатана Госвами Пад, Бхагаватам, Брихат Бхагаватам, he uses this word. он использует это слово. Because Bhakti manifested one's heart, Потому что associate with him, then very quickly to spread to others. Потому что если бхакти, оно проявилось в чем-то сердце, то из-за общения с ним, это бхакти очень часто, то есть оно очень быстро распространяется в сердца других. But a condition, if your heart is neat and clean, and especially no any offenses, aparad, Vaishnava aparad, then very quickly bhakti manifests in your heart. Но есть одно условие, если ваше сердце чистое и в нем нету аппарат и оскорблений, тогда очень быстро чистая бхакти проявится. Maybe you ask why I associate many devotees, why no bhakti coming? Может быть, мы можем задать вопрос такой: я общаюсь с таким большим количеством преданных, но почему бхакти не приходит? Why bhakti is not coming in your heart? Почему бхакти не приходит в мое сердце? That means Это значит, offenses, aparad. For this regard, Bhakti Devi, she not manifesting in your heart. это значит, что присутствует оскорбление, аппаратхи, поэтому бхакти деви не проявляется в нашем сердце. If your heart free from all kinds of anarthas and especially offenses, aparad, very quickly bhakti manifest in your heart. Если ваше сердце очищено от анарх, и в особенности от аппарата, оскорблений, тогда очень быстро бхакти проявится в сердце. Give an example. If you have any what is called influenza, and very quickly that disease coming in your body, and very quick you also are become sick. Например, если у нас плохой иммунитет, то тогда мы очень легко заразиться, заболеть каким-то вирусом. This is simple. Таков Yes, признак. influenza, so much. Допустим, вот он болеет. If we associate with them very close to sit, then within couple minutes you also start to И если будете с ним общаться, сидеть your слишком nose близко, starts to тогда через running, and очень also короткое время вы будете также чихать, сопли вытекут из носа и так далее. Is the Понимаете? Это такова природа. Or in the same way, Таким же образом, if we associate with the devotee, если вы общаетесь с преданными, с чистыми then bhakti преданными, is very quickly also spread тогда and coming in your heart. очень быстро распространяется и приходит в наше сердце. Understand? Понимаете? Or if not bhakti not coming, that things you may think, oh, he is not pure devotee. А если бхакти не приходит в наше сердце, тогда мы можем подумать, что он не чистый преданный. So give up to association with that devotee. И тогда нужно оставить общение с этим преданным. Another hand, А с другой стороны, if bhakti not come, if he is pure devotee, but bhakti not coming in your heart, если он чистый then преданный, you но can бхакти, say, oh, you have many kinds of anarthas and especially offenses of Radha. So bhakti not coming. но бхакти не приходит в наше сердце, тогда мы можем подумать, что, ой, наверное, у меня очень много оскорблений, аппаратов в сердце, поэтому бхакти не проявляется. So what will do? Again and again chanting holy name, Sad Vaishnava. И что же Then делать? all offenses will remove from your heart. Then one day bhakti will manifest.
Снова и снова повторять святое имя и общаться с чистыми преданными, и тогда постепенно, через какое-то время, бхакти придет в наше сердце, когда сердце очистится. Tadasma hidam patidam jadgrijamani harinama devi. Srimad Bhagavatam gives evidence. Шримад Бхагаватам дает Because if you chant holy names, your heart must be melted. Если вы повторяете святое имя, ваше сердце должно таять. And tears rolling down from you. И слезы потекут из ваших глаз. But you are chanting holy names, no symptom of any ecstatic mood, no tears rolling down. Но мы повторяем святое имя, никаких признаков экстатического настроения, слезы не текут из наших глаз, ничего. No hairs also standing end. Волосы не встают дыбом. No any symptoms of ecstatic mood. Никаких признаков экстатического настроения. So they may be concluded. Тогда мы можем заключить, You have many kinds of offenses, aparad. то, что мы имеем очень большое количество оскорблений, аппаратов. तबे जानो अपराध प्रचुर कृष्ण नाम विजिताते नाहि अंकुर. Chaitanya Charitamrita explains this. Читание Чаритамриты. Chanting holy names but no any symptom of ecstatic mood. Если повторяем святое имя и нет никаких признаков экстатического настроения, значит, что мы совершаем очень много оскорблений, аппаратов. So what will do now? Что же делать? More and more, again and again chant holy names. Больше и больше, снова и снова повторять святое имя. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Таков процесс. How will remove all kinds of offense from your heart? Chanting holy names and servicing Guru and Krishna. Как же убрать все оскорбления, аппаратки из нашего сердца? Нужно всегда служить Вайшнавам, Гурудеву и повторять святое имя. Не существует никакого другого альтернативного процесса. Понимаете? Ты слушаешь или нет? Идем сюда. Потому что ты спишь. Listen. Don't sleep. Слушайте, не спите. Come class means you are listen. Пришли на лекцию, значит, надо слушать. So now coming in this way, Таким образом, Bhakti manifested one's heart. There are three symptoms. Когда бхакти проявляется в чем-то сердце, появляется три признака. Bhakti means tendency to serve Guru and Vaishnava. Бхакти означает тенденция к служению Гуру и Вайшнаву. Bhajdatu sevam iti bhakti. Servicial motive. То есть настроение служения, желание служить придет. The Sanskrit word that is called Seva-вритти. На санскрите это называется Сева-вритти. Krishna Seva-vasana will come. How to serve to Guru and Krishna. Кришна Сева-васана придет, то есть как служить Гуру и This is Кришне. the symptom of Shradha first. Это признак, то есть это начальный признак Шрадхи. If you have faith someone, then automatically what? Your tendency will come to serve to him. Если у вас есть вера в кого-то, то естественным образом появляется тенденция служить ему. So this is the first symptom of Shradha, that is called Sarupa Lakshana, ingenting and direct symptoms of Shradha. Это первый признак Шрадхи. То есть это прямое указание на то, что появилось Шрадха. Internal symptoms, Sarupa Lakshana. Это Сварупа Лакшана, внешний признак. Are external symptoms of Shradha, that's the Lakshana. Ой, это внутренний признак. А внешний признак? The faith with the instruction of Guru and Shastra. Это вера в наставление Гуру и Шастры. Remember or not? Запомнили или нет? You understand? Ты What понимаешь, did I say? что я сказал? What are the symptoms of Shradha? Каковы Sarupa симптомы Lakshana and Шрадхи? Сварупа Лакшана Tatastha Lakshana. и Татастха Лакшана. Sarupa means direct symptom. Сварупа означает прямой признак, And are indirect symptom. а не прямой косвенный признак. So Shraddha, faith, Татастха. direct symptoms, that is called Seva Vasana. Итак, прямой признак Шрадхи это Сева Васана, то есть тенденция к служению. Krishna Seva Vasana. Desire to serve. Here Krishna means Guru both. Guru, Кришна также означает Гуру. Guru, Vaishnava. Это означает Гуру, Вайшнава и Кришна. You understand? Понимаете?
То есть желание служить придет. Tatastha Lakshan, Это indirect лакшана, symptoms. косвенный признак. What is that? Что это? Remember? Помните? You forget. Забыли уже? Вера в Гуру, шастра. You are right. Nice. Да, ты дурак, Nice. молодец. Хороший мальчик. Yeah. If you give answer, then nice student. Если отвечает, значит хороший студент. That means I believe you Значит, are что? attentively listen Harikatha. Тогда я могу поверить, что ты внимательно слушаешь. Otherwise, listen this year, going this year. Иначе слушаешь одним ухом, выходит из другого. Understand? Понимаете? Two kinds of listeners and two kinds of speaker. Three kinds of listeners and three kinds of speaker. Существует 3 типа слушателей и 3 типа говорящих. Remember. Запомните. How many speakers? Как много говорящих? 3. 3. And how many А как много слушателей? listeners? 3. То есть 3 типа. First kind of listeners, they very attentively listen. Первый тип слушателей – это тот, кто слушает очень внимательно. And enter in their ears and coming in their heart. Это заходит в его уши и опускается в сердце. And thinking everything. That is called И он first обдумывает class все это. Это значит, listeners. это называется первоклассный слушатель. And understand. And Понимаете? sitting in front of speaker and being Он attentively. сидит напротив говорящего и очень внимательно слушает. Understand. Понимаете? Another kind of second А второй kind тип of слушателя listeners, that is called here. Not properly listening. Sometimes listening, sometimes not это listening. тот, кто слушает недолжным образом. Иногда слушает, иногда нет. Sitting against, leaning the wall. Сидит, допустим, облокачивается на стену. Sometimes taking one whining. Иногда зевает, вздыхает. Sometimes sleeping. Sometimes, Maharaja. Иногда спит, иногда, о, Махарадж. When speaker giving chastisement, yes, Maharaja. Yeah. Когда рассказчик начинает ругать, то тогда, да, Махарадж, да. Our third class of stupid nonsense. А третий класс слушателей это глупые недоразумения. They are not listening. Он не слушает вообще. They start to speak. Они начинают разговаривать. And sitting and back. Они сидят где-то сзади. And taking Japamala and start to his own lecture. Берут руки Джапамалу и начинают свою собственную лекцию. They are not listening anything. Они вообще ничего не слушают. So should not become second and third class listener. It should become first class listener. И не нужно становиться слушателями в категории 2 и 3. Нужно стать первоклассными слушателями. Быть очень внимательным. If you come in my class, always say this. Если вы приходите на мои лекции, я всегда говорю об этом. Не тратьте свое время. Because this time is very precious. Потому что это очень-очень важная So тема. don't waste the time. Не тратьте свое время. If you come Harikatha, Если вы приходите на Харикатху, слушайте. if you don't understand, ask. Если не понимаете Oh, что-то, Maharaj, спросите. I can understand. Махарадж, я не могу понять вот это, вот это. It is true, you cannot understand everything. Это правда, мы не способны понять все. Gurudev told, you Gurudev can't говорил. understand everything. Ты не можешь понять все. 100% you cannot understand. 100% мы не можем понять. It were. Так это или нет? 100% you cannot understand. 100% мы не можем понять. But you can understand 50%, 60%, Ну, 70%, 50, 60, 70, 80%. maybe 90%. Это возможно. Может быть 90%. That is enough. Это достаточно для If нас. you understand 80%, 90%, you are best student. Если мы понимаем 80, 70, 80, 90%, значит это лучший студент. And if you understand 100%, then excellent. А если 100%, значит это просто отличность. That is a high class. Превосходность. Okay, now so just I Итак. repeated. Shraddha's two Как я symptoms. уже говорил, в Шрадхе есть два One признака. is Sarupa Lakshan, Первый называется Сарупа Лакшан. symptoms, Это прямой Tatastha симптом. Lakshan, that's called И indirect symptoms. татарска Лакшан это косвенный симптом. Sarupa Lakshan, Сварупа Лакшан, direct symptoms, прямой симптом, he has Seva Vasana, Krishna Seva. это He has to Сева-вритти, serve Кришна-лила.
Krishna. То есть мы хотим служить Кришне. Our second Tarsalakshan, that is called faith with the instruction of Guru and Shastra. А второй Татасха Лакшан — это вера в инструкции, наставления Гуру и Шастры. So now coming in this way, Bhakti manifested one's heart. There are the three symptoms are there. И таким образом, если бхакти проявляется в сердце кого-то, то три признака проявляются. Bhakti parishanubhava virakti annatra chaisatrika ekokala prabhuddha manasa tushti pushti kudnivritti yata anugasanam. Bhakti manifested one's heart. Шримад Бхагаватам говорит об этом. Если бхакти проявилось в чем-то сердце, тогда появляются три признака. Бхакти означает сева-вритти, то есть тенденция, желание служить придет. Tendency to serve to Krishna. Желание, тенденция служить Кришне. Second, virakti, will be detached from the material sense. Второе — это вирати, то есть человек станет отреченным от желания удовлетворять свои чувства. Third, realization will come, anubhava will come. И третье — осознание будет приходить, анубхава. Понимаете? Вирати. Virakti means detachment. Вирати — отречение от чувственного удовольствия. From the material sense. Первое — сева-вритти. That time you are coming, why I am living in this material? Тогда мы начнем плакать. Почему я живу в этом материальном мире? What is the meaning of the life? Каково же значение жизни? What is the meaning of life? Каково значение жизни? Какова цель? You have no taste to come to enjoy any kinds of sense gratification. И у нас не будет никакого вкуса заниматься каким-либо удовлетворением чувств. Understand? So bhakti manifested one's heart. Так, когда бхакти появляется в сердце, тогда появляются три признака. What are the three symptoms? Какие эти три What is your признака? name? Как тебя зовут? Krishna Bala. Говори. Сева-вритти. Seva-вритти to Желание. Krishna, Отречение. not Maya. She told wish to serve and detachment and realization. Realization will come. Да, осознание. It's called anubhava. Feeling will come. Это называется анубхава, то есть чувства придут. Give an example, Srimad Bhagavatam, in this way. Шримад Бхагаватам дает If you are hungry, пример, объясняет таким образом. Если вы голодны, so what do you want? что вы хотите? If you are hungry, what do you want? Что вы хотите, если вы голодны? Food. Еду. Прасад. Prasad. Прасад. Гуру прасад. So that if you eat some food stuff, Таким образом, если вы принимаете пищу какую-то, and every second, every moment, and you will be satisfied. What is called? Your hunger will go down. каждый принятый кусочек, он будет уменьшать ваше чувство голода. And you will be strong. И также будет сила приходить. And third, И третье, and you will satisfied. Satisfaction will come. придет удовлетворение. Is it? Это так. So in this, tushti, pushti, kudnivritti, yata, anugasanam. But this is your step by step. Но это происходит постепенно, шаг за шагом. Not one moment you eat one stuff. No. Не так, что один кусочек приняли и сразу же удовлетворение. When your stomach will be голод ушел. completely full, then will satisfy. Нет, когда желудок полностью наполнится, тогда мы будем чувствовать удовлетворение. If I give more, no, no. Но если я дам вам больше, тогда вы скажете, нет, я больше не могу вместить. Because no, I am satisfied. Все, я удовлетворен. Haribol. Харибол. In the same way, but bhakti is what? That satisfaction means what? More hunger. More varikata, more. Таким же образом и в бхакти. Но в бхакти, когда удовлетворение приходит, что проявляется? Проявляется жадность, мы хотим больше и больше. In this material world, if you eat any food stuff, В этом материальном мире, если вы приняли пищу какую-то, maybe that time will be satisfied. может быть, в это время вы станете удовлетворены. Then after a few hours, Но again you will через have become несколько hungry. часов опять голод придет. Hungry? Так? After 6 hours, you will become. Через 6 часов, например, придет голод снова. In the same way, bhakti is continuously.
И таким образом бхакти, оно тоже непрерывно, оно продолжается. So much eagerness will come. И очень много жадности придет. More harikatha. Мы будем хотеть больше слушать харикатху. Tasmini mahan mukarata madhvit charitra. Sukadeva Goswami Pad told to Parikshit Maharaj. Он сказал Парикшиту Махараджу. Parikshit Maharaj, you take some water or food. Парикшит Махарадж, ты прими немного воды или съешь что-нибудь. But Parikshit Maharaj did he say? Но Парикшит Махарадж, что он ответил ему? No, Prabhu, I am always every second I am drinking your sweet nectarian pastimes of Krishna. Нет, Прабху, я каждое мгновение пью это сладостный нектар описания игр Господа. So then tasmin mukharita madhvit charitra Krishna katha. And speak more and more, I will drink. Мадхви Чаритра, Кришна Катху, говори больше и больше, я хочу пить это. More and more, drink. Больше и больше пить. Sweet nectar. Сладкий нектар. Because Harikatha is got sweet nectar. Почему? Потому что Харикатха это сладкий нектар. Nigama kalpatar kalita phalam sukam khadam mrita dhruva samjutam pibata bhagavad rasamalayam muhuro rasika bhuvi bhavuka. Muhura means every second, every moment. Мура означает каждое мгновение, каждую секунду. He drinks the sweet nectar in Harikatha. Мы будем пить сладкий нектар Харикатхи. Krishna Katha is what? Кришна Катха, что это? Это она трансцендентна. Nectar, Amar. Это трансцендентный нектар, Амар. Amritam tapta jivanam kavi vidiritam kalam sahapam savana mangalam premadattatam bhogigrinnanti te buridajana Kathamritam tapta jivanam kavivireditam kalamasahapam savana mangalam premadattatam bhogigrinnanti te buridajana Kathamritam tapta jivanam Kavividiritam kalamasahapam Savana mangalam srimadattatam bhuvigrinnanti te buridajana. Srimati Radhika, she uttered this verse. Шримати Радхика является автором этих стихов. О Говинда, о Гопал. Your nectarian pastimes. Твои сладостные нектарные игры. Your katha means pastimes is as like nectar, sweet nectar. Твоя катха, описание твоих игр является сладким нектаром. If you drink the nectar, you will become immortal. Если вы будете пить нектар, вы станете бессмертным. Tapa kathamritam tapta jivanam. Tapta jivanam. One who suffers in this material world, three folds of Maya. Tapta jivanam. Listen Harikatha, then all his material distress, sinful act will destroy from him. Тот, кто страдает в этом круговороте материальных, в этом материальном круговороте, если он будет слушать нектар Харикатхи, он станет бессмертным. Adhatik, Adidovik and Adibhavik. Three kinds of heat of Maya destroyed from your heart. Три типа страданий, Адхидавика, Адхиатмика и Адхибаутика, они полностью уйдут из вашего сердца. 318 Kathamritam. Your katha is tapta jivanam. Kaviriritam, Brahma, Shiva, Narad, Vyas, Parasar, all they glorifies about Krishna's sweet Harikatha. Твоя Харикатха это сладость и нектар. Все возвышенные садху, такие как Нарада, Шиваджи и так далее, они всегда прославляют твою Харикатху. All kinds of your distress will destroy. Все типы беспокойств будут уничтожены. Avidya, Asmita, Rag, Desh, Avinvis, Pap, Bij, Pap, Vasan, everything is destroyed. Все будет уничтожено. Avidya means? Авидья означает
невежество. Avidya, asmita, rag, des, obinivis. Pap means sinful activities. Папа означает грех, то есть греховные действия, плоды греховных действий будут уничтожены. Even papa vasana, desire to commit sinful activities. Даже папа васана, желание совершать греховные действия будет уничтожено. Even prarabdha, aprabdha, past and present, all kinds of impressions destroyed for now. Даже прарабдха, апрарабдха, то есть настоящие и будущие и прошлые впечатления, они будут уничтожены. So this, how is powerful? Насколько могущественно Харикатха. Табакатамритам, таптадживанам, кавидиритам, kalmasapaham. Kalmasa apaham. Kalmas means pap. Калмаш означает Папа означает грех. Everything, so all kinds of avidya, everything. Все виды невежества будут уничтожены. Sravana mangalam. Sravana mangal means Сравна if you Мангалам. listen, there's all kinds of auspiciousness will come. Значит, что если вы будете слушать, тогда все виды благоприятных вещей придут. Bhakti manifested one's heart that there are three leaves. What is called? First two leaves come. Когда бхакти проявляется в чем-то сердце, вначале появляются два листочка. Remember, but first Запомните. klesagni and so all kinds of clays, distress would be removed from you. Клеш огни. Сначала все виды беспокойствия и печали уйдут из вашего сердца. As like creepers. 6 leaves are. Посмотрите, бхакти, оно подобно лиане. И на этой лиане есть 6 листочков. Понимаете? So first two leaves manifested. Итак, первые два листочка проявляются. That is called klesagni. Первый называется клеш огни и шубада. Клеш means distress. Клеш означает Gna means беспокойство. destroy. На означает уничтожено. Do you understand? Они уйдут. Klesagni. Klesa. Понимаете? Gna means to destroy. Клеш огни. Гна означает уничтожено. Клеш это страдание, беспокойство. All kinds of distress destroyed from your heart. Все виды беспокойства уйдут из вашего сердца, будут полностью уничтожены. How many types of distress in your heart? Как много беспокойств в вашем Avita, сердце. asmita, rag, des, abhinives, pap, base, and destroy. Все это будет уничтожено. Understand? Pap means sinful. Понимаете? Папа означает плоды греховных действий. Prarabdha, past and present, sinful activities. Destroy. Прарабдха. Это значит то, что грехи нынешней жизни и предыдущих жизней тоже будут уничтожены. A second leaves manifested, then subhada. А второй листочек проявится, он называется шубада. Subhada means all kinds of auspiciousness. Шубада значит, что все виды благоприятности придут. That is called good qualifications. Это значит хорошие качества. Good qualities automatically manifested. Хорошие качества естественным образом проявятся в сердце. Jasasti bhakti bhagavati aganchana. Tattri samasatesvara harava abhakta sukuto mahadguna. Bhakti manifested ones have automatically good qualifications will come. Когда хорошие качества проявятся в сердце, естественным образом придут все хорошие качества. He is very calm and quiet. Человек станет очень спокойным, уравновешенным, Simple, простым. Sarah. No duplicity, no hypocrisy. Не будет никакого лицемерия или двуличия. All kinds of qualification, good qualification. Все 26 types of sadguna. Vaishnava qualification manifesting. Все типы благочестивых качеств придут, все 26. Существует 26 типов благочестивых качеств. How many? Как много Good qualification of Vaishnavas. хороших качеств Вайшнава? How many? Как много? 26. 26. Kripalu, Akadura, Satta, Samasara, Vadanna, Maitri. Kripalu, he is always very merciful, compassion to the others. Это означает, что он всегда очень милостив, очень сострадательным по отношению к другим. He giving mercy, Он show дает mercy all the others living. милость всем живым существам. Understand? Понимаете? He never criticized to others. Он никогда никого не критикует. Never to make disturb to others. Никогда не причиняет никому беспокойства. So Kripalu, Akadura, Satta always speaks the truth. Всегда говорит правду. What is the truth? What is the Что truth? такое правда? Что является абсолютной истиной? He always speaks the truth. Он всегда говорит правду. What is the truth? Что такое истина? Кришна-нама, святое имя. Absolute truth.
Это является абсолютной истиной. Understand? Понимаете? Absolute truth is what? Krishna. Абсолютная истина, что это значит? That Это means Харинама, always speak Кришна, the Harikatha. имя Кришны. Значит, он всегда говорит Харикатху. Who is happy in this material world? Кто счастлив в этом материальном Go мире? Mudute. Who is happy in this material world? Кто же счастлив? Who has no debts? Тот, у кого нету долгов. Debts, understand? Not lending money to others. Долги, понимаете, то есть не занимает ни у кого денег. Apravasi. Never he goes out from his country. Apravasi. Или аправаси, то есть тот, кто никогда не выезжает из своей страны. And third, Третье. all is Pravasi, and who maintain his life with simple way. Кто поддерживает свою жизнь очень простым способом. And he is called happy. И тогда его можно назвать счастливым. But what is the real meaning? Но каково же настоящее значение? Arini means who has no debts. Первое значит арини. Тот, у кого нет никаких долгов. Who has no debts. Have you any debts? У вас есть какие-то долги? You took money someone? Деньги у кого занимали? Чтобы в Индию всех. No, did you take money someone? Нет. Вы кто-нибудь когда-нибудь брал в долг у кого-нибудь деньги? You took money someone? Деньги брали в долг? Did not pay? Не отдавали обратно? No. Нет. You took some money. You lent money or not? Занимала деньги или нет? Oh, how much? Как много? Все отдала. I came back on everything. Actually, all we are indebted. На самом деле все мы должники. Really. How many debts have you? Как много долгов у вас? How many debts have you? Как много долгов у каждого? Do you know? Знаете? Huh? М? How many debts have you? Родителям, обществу. Imagination like depths to the. I know. Listen my good katha. You don't know. Ладно, слушайте, это моя We have а вы не 6 знаете. types of debts. У нас 6 типов долгов. How many? Как много? First, Первый. how many debts? Как много долгов? 6 types. 6 типов долгов. Matri. First, the debts of our mother. Матри, первый долг по отношению к матери. Understand? Very difficult to Очень free сложно, from the debts of mother. очень сложно освободиться от этого долга. Because mother, she gives us Потому что мать дала нам this body. это тело. You cannot free from mother's debt. Мы не можем освободиться от долга матери. So first debts, that is called matri. Итак, первый называется Matri-rina. матририна, то есть долг матери. So remember, first debts, what? Запомните. Первый долг как называется? What did he say? Матририна. Matri-rina, right. Матририна. Mother's Yeah. debt. Долг матери. Second, Второй pitri-rina. Debts of Pitri-rina. father. Долг отцу. Because father nourishment Долг was. перед. Потому что отец, он поддерживал нас, поддерживает нас. Then coming, they were in the debts of our Затем demigod Деварина, то bodies. есть долг по отношению к полубогам. Because different demigods, Потому they что are giving разные, different things. разные полубоги дают разные вещи. And water coming, Вода приходит, air giving, воздух. and Pavandev is giving. Вана дает нам воздух. And they were receiving the debts of the Rishis Muni. Риши долг по отношению к мудрецам. Риши и Муни. Because Rishi Muni, they are doing fire sacrifice. Потому что Риши и Муни, они проводят огненные жертвоприношения. So they would see Bhutarins, others living entities. Также Бутарингс, то есть долги по отношению к другим живым существам. Rajrin, debts of the king. Раджирин, то есть долг по отношению к государю, царю. King protects the country. Потому что царь, он защищает страну. And so how many? Итак, как много?
Six. So automatically when one who takes birth in this material world, he has 6 types of dates. Естественным образом, сразу же, как только кто-то получает рождение в этом материальном мире, он обретает 6 долгов. So how will you free from the 6 types of dates? И как мы можем освободиться, расплатиться по этим 6 долгам? How many? How will free? Как? Gato mukunda parihitta kartavam. When you completely surrender to Krishna, Govinda, Mukunda, когда мы полностью предаемся Кришне, Говинде, Мукунде, then you free from all kinds of debts. тогда мы освобождаемся полностью от всех видов долгов. If you not chant holy name, если мы не повторяем святые имена, you will never free from the debts. то вы никогда не освободитесь от долгов. Because only Mukunda Krishna, Потому что только Мукунда Кришна, the liberation. он дает освобождение. Mukti. Поймите это, мукти. So that means if you surrender to Guru and Krishna, это значит, then you free from all kinds of debts. Если вы предаетесь Гуру и Кришне, тогда вы становитесь свободны от всех долгов. So who is happy? Понимаете, так кто же счастлив? Who free from all kinds of debts? Кто свободен от всех типов долгов? Understand? That means those who are devotee of Lord. Понимаете, то есть те, кто преданные Господа, они свободны от всех долгов. Do you understand? Понимаете? Apravasi. Apravasi. What did he say? Who is never he never goes out from his country. Кто никогда не покидает родную обитель, свою страну. Понимаете? If you're out of your country, если вы уезжаете куда-то за пределы своей страны, тогда постоянно беспокойство приходит. You have to keep your passport. Вам нужно сохранять паспорт, берегать деньги. Так? Это так India, если вы в Индию отправляетесь, вам нужно сохранять свои вещи, паспорт должным образом. Anytime, понимаете? В любой момент полиция может проверить ваш паспорт. Россия. Вот, или, например, в России здесь полиция в любое время может проверить паспорт. Last time we were in Moscow. Последний раз, когда я был в Москве, morning walk, some police came, checked. Утром, когда мы ехали куда-то, то там полиция остановилась, проверила паспорт. Anytime. В любое время. So you have passport check. Итак, они проверили паспорт тоже. And also money and the other things. И также деньги, другие ценные вещи. But who is not out of his country Но and тот, his motherland? Находится на своей родине, в своей родной стране. But actually, who is all we are foreigners? Но на самом деле все мы сейчас являемся иностранцами. You are foreigners or not? Ты иностранец или нет? А? А? Are you foreigner? А ты? Иностранец? Who is foreigner here? Кто иностранец здесь? You? All you are foreigners. Все вы являетесь иностранцами, чужеземцами. Паспорт до русский. Несмотря на то, что паспорт у нас русский, you are also foreigner. I am also foreigner. Мы являемся иностранцами, потому что я также иностранец. But all you are foreigners. И все мы иностранцы. Why? So where is our passport? Почему? Какой же наш паспорт? Наш паспорт это Галока Вриндаван. If you not arrive Golok Vrindavan, you are foreigners on traveling. Если вы не отправляетесь на Галоку Вриндавана, то вы чужеземец, иностранец, вы путешествуете там здесь. We are foreigners. И все мы должны думать, что мы являемся здесь иностранцами. When you go back to Vrindavan, and transcendental world Vrindavan. Но когда мы отправимся во Вриндаван, в трансцендентный мир Вриндавана, then you have come your origin, то тогда мы сможем обрести, то есть прибыть на нашу изначальную родину. So where is your motherland? И где же наша родина? Where is your motherland? Где ваша родина? Где твоя родина? What is your name? Как тебя зовут? Мадхури. Madhur. Nice name. Хорошее имя. Go to Madhurya Bhumi. Отправляйся в Мадхурья Бхуми. Go to Vrindavan. Отправляйся в Вриндаван. When you go to Vrindavan, then you will say,
I have come in my motherland. И когда ты отправишься в Вриндаван, тогда ты сможешь сказать, да, я пришла на свою родину. We forget to Krishna. Потому что мы забыли We Кришну. have come this material world. Мы пришли в этот материальный мир. This material world is foreign country. Этот материальный мир это как иностранная, заграничная страна. When you arrive to Guru Vrindavan, then you will come and will be happy. Прибудем на Галоку Вриндавана, тогда мы поймем, вот, наконец-то я That means all прибыла. we are now traveling. И сейчас, это значит, что сейчас мы все путешествуем. All we are traveling. Все мы путешествуем, все вы путешествуете. Different countries. Разные страны, разные тела. Different universe. Разные вселенные. But if you chant holy Но name, если вы будете повторять святые имена, then you get perfect passport. тогда вы сможете And come to Guru обрести Vrindavan. совершенный паспорт Галоки Вриндавана и отправиться на Галоку Вриндавана. আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়াবয় Очень даже такой поет это. Who will cross the ocean of the material existence and come to Guru Vrindavan? Кто сможет пересечь океан материального существования и отправиться на Галоку Вриндавана? So, please come in the steps of Gaura Sangha. Кто хочет, пожалуйста, приходите в место Гаурасундары. This is the jet where the boats are. Там находится лодка. That is called Gaurangir Ghati. Гурангир-гат. Там находится лодка, которая сможет вас переправить. Odan Khaboy. Odan Khaboy without tax. И без какой-либо платы Go. отправляйтесь туда. Understand? Gaurangir Ghati Odan Khaboy. Odan means without giving the tax. Одан означает без каких-либо налогов, платы. So Gaurangir Ghati Odan Khaboy. Hari Namen Nauka Khani. Harinam is as like boat. Харинам, она подобна лодке. Sri Guru Kandari Gurudev is as like a boatman. А Гурудев, он подобен как кормчему или капитану. So Harinamere Nauka Khani Sri Guru Kandari. Chant holy. Повторяйте себя. Then we will go cross the ocean of material existence И тогда вы пересечете, arrive to Guru Vrindavan. когда вы переплывете океан материального существования и прибудете на Галоку Вриндавану. Understand? So just I say, who is happy? Who has no debts Как я только что сказал, счастлив тот, у кого нет долгов, and no travelers. и тот, кто не путешествует. One who comes his own motherland. Тот, кто прибыл на свою родину, родную землю. Okay, now coming back, my subject matter. А теперь вернемся к There are теме bhakti обсуждения. manifested ones are there are three symptoms. Итак, если бхакти проявляется в чем-либо сердце, тогда появляются три признака. And also say that bhakti manifested. That time 6 leaves manifest. И когда бхакти проявляется, также проявляется 6 листочков. And first 2 leaves, that is called klesagni and Первые 2 листочка это клеш, огни, шубада. again remind to you. Снова я напоминаю вам. All kinds of distress. Все виды беспокойств уйдут из сердца. And all kinds of good qualifications. И все виды положительных, благочестивых качеств придут. Kripalu, Kratudeva, Sattva, Samasara, Vadano is very generous. Это очень... Он очень щедрый. Он очень щедрый. Compassion to the, giving compassion to the others. То есть щедрость, сострадание, как бы милость к другим придет. And he is very expert to speak Harikatha. И он станет очень опытен он сможет рассказывать Харикат художественным образом. Giving blessing to us. Он дает нам благословение. So these are the 2 leaves manifested. И таким образом вот эти 2 листочка проявляются. Клеш, огни, шубада. Then again 2 leaves. И затем еще 2 At the листочка. stage of Bhavadasa. На уровне Бхавадаша. Bhakti 3 stages. Sadhana Bhakti, Bhav Bhakti and Prema Bhakti. У бхакти есть 3 уровня. Садхана бхакти, бхава бхакти и према бхакти. You can make them right. First 1 leaf this way, 1 leaf. Вы можете нарисовать как бы такой росточек и 6 листочков. 3 с одной стороны, 3 с другой. So in the stage of Bhavadasa, then again 2 leaves manifested. И на стадии Бхавадаши снова 2 листочка проявятся. That is called
Klesagni Svada. Then Sudurlabha. Проявится Судурлабха. And or Moksha Lokata Krit. И Мокша Локата Крит. Sudurlabha means very, very rare to attend to bhakti. Судурлабха означает, что очень-очень редкая возможность достичь бхакти. There will be prema bhakti, not so easy to give. Krishna will not give. Према бхакти Кришна он не так-то просто раздает. Shastra sadhana koi hari bhakti sudurlabha. Gyanata sulabha mukti. If you practice the knowledge, maybe you will get salvation mukti. В этой шлоке говорится, если вы практикуете гьяну или знание, тогда, может быть, вы обретете... Может быть, вы просто обретете освобождение. But prema bhakti, especially braj bhakti, not so easy to keep. Но према бхакти, особенно в раджа бхакти, не так-то просто заполучить. Gopi bhav, not so easy, Krishna will not give. Гопи бхаву Кришна вообще не так-то просто раздает. Sudurlabha. Поэтому Судурлабха очень редко. Понимаете? Another is called Moksha Lokata. Then we think Mukti is very insignificant. А другой это Мокша Локата Крит. То есть мы будем думать, то, что освобождение просто, оно на самом деле незначительно. Then Prema Bhakti and again two leaves manifested. И когда Према Бхакти приходит, тогда снова два листочка проявляются. На уровне Према Бхакти. Prema Bhakti is again two leaves manifested. На уровне Према Бхакти проявляется еще два листочка. Then that is called Krishna Akarshani. Первый называется Sandharandva Vishesatma. Кришна Акаршани. Prema will become very condensed. Према, она станет очень-очень конденсированной, очень плотной. Sandharatma Vishesatma. Or Krishna Akarshani. Krishna automatically attracted with your divine love. И Кришна Акаршани, то есть Кришна, он естественным образом сам привлечется вашей любовью. There is no blackboard. Здесь нету доски. Sadhana Bhakti, Bhakti and Prema. Садхана Бхакти, Бхава Бхакти, Према Бхакти. So Sadhana Bhakti two leaves. Итак, Садхана Бхакти два листочка. Bhav Bhakti two leaves. Бхава Бхакти два листочка. Then Prema Bhakti is two leaves. И Према Бхакти тоже два листочка. You understand? Понимаете? Sadhana Bhakti, again I remind you. Снова я напоминаю вам. Садхана Бхакти. Sadhana Bhakti two leaves. Садхана Бхакти два листочка. What is that? Какие? Klesagni Svada. Клешагни Шрадха. You should be always high class students. Вы должны всегда быть отличными первоклассными студентами. Understand? Понимаете? Sadhana Bhakti two leaves. Klesagni and Subhada. Садхана Бхакти два листочка. Клешагни и Шубада. Klesagni all kinds of distress. Клешагни значит, что все виды беспокойства. Shubhada means or good qualifications. Шубада значит, что все благоприятные качества. And always very humble. И также придет очень большое смирение. Тридады Bhakti manifests in your heart, you automatically you will become very humble. Бхакти, когда проявляется в сердце, естественным образом человек становится очень смиренным. Understand? Понимаете? Give respect to others. Он начинает уважать других. And tolerance. И очень терпеливым. Терпимым. And pleasant, subhada, all good qualifications will come. Итак, Клешагни Шубада, все благоприятные качества придут. Again and again I remind you. For this I repeat it. Я напоминаю вам по этой причине, чтобы вы повторяли. Понимаете? So sadhana, three kinds of bhakti. Sadhana bhakti. Итак, существует три типа бхакти. Садхана бхакти, бхава бхакти, према бхакти. Садхана бхакти, два листочка. Клешагни Шубада. Bhav bhakti two leaves. Бхава бхакти, два листочка. That is called Sudurlabha Судурлабха. and Moksha Logata И Krit. Мокша Локата Крит. Moksha Logata Krit. Мокша Логата Крит. Moksha means mukti. That means mukti is what? Мокша означает мукти, то есть he does not want mukti. освобождение он станет просто ничтожным. То есть значит, что преданный он не хочет освобождения. He says, no, I don't want mukti. Он говорит, нет, я не хочу мукти. Who is pure devotee of Lord, he does not want any kinds of mukti. Чистый преданный Господа, он не хочет никакого мукти, никакого освобождения. How many kinds of mukti? Сколько существует типов освобождения? How many? 5. Five. 5. Five types of mukti. 5 типов What kinds освобождения. of five types of mukti? Какие они? Salukko, Sasti, Samikko, Sarukko and Sadhika.
так вот. 5 types of liberation, salvation. 5 типов освобождения существует. How many? Как? 5. Сколько? 5. What is that 5? Tell again. Какие эти 5? Скажите снова. Салокья. Salukya means? Салокья значит Жить с Господом на одной планете. Live same planet of Lord. Salukya. да, жить на той одной же планете с Господом. Then? Затем Сарупья. Сарупья. Same rupa, form of То есть такая же рупа, такая же форма, как у Господа будет. Then? Саришти. Shasti. Затем Саристи, Шрасти. Саришти. Sarishti, Shasti. Нет, Шрасти. Shasti means same opulence of Lord. Шрасти означает такое же могущество, как у Господа. Then? Затем Самипья. Samippa. Самипа. Samippa means Да, общаться с Господом. very close to Lord. Самипа означает находиться Very очень close. близко к Господу. Then? Союзья. Sajujya mukti. Oneness with. Становиться единым с Браманом. Да, и затем Саюджа Мукти. То есть, But those who are devotee, затем следующий Саюджа Мукти. То есть, those who are devotee of Lord, they don't want oneness with Brahma. They don't. слияние Reject. с Браманом. Но преданные Господа Вайшнава, они отвергают это, они говорят, нет, мы не хотим этого освобождения. Devamananam grinanti matsevanam jana. Krishna says, if I give that, even these 4 types of mukti, but my devotee, they don't want. How possible they accept the oneness with Brahma? И затем Кришна говорит, если я даже 4 вот этих более возвышенных видов освобождения даю преданным, но они его не хотят, как же так получится, чтобы они захотели слиться с Браманом? Again, also in Vaikuntha there are 2 kinds of mukti also. И также на Вайкунтхе существует еще 2 типа освобождения. Prema seva uttara and sukha seva vaishyajuttara. Према Сева Уттара и They love so much love and affection with Krishna. Према Сева Уттара это значит очень много любви и привязанности по направлению к Кришне. Sukha vaishyajuttara, some kinds of happiness coming in their opulence, but they. Второе значит, что какое-то счастье приходит в этом благоговении, в этом могуществе. But some devotee they accept prema seva uttara, they love and service to Lord. Но некоторые преданные, они принимают према Сева Уттара, то есть любовь и преданное служение Господу. Sukha vaishyajuttara they don't want. И они не хотят вот этот второй тип освобождения. So Krishna says, even those who are devotee of Golok Vrindavan, И if I поэтому, give the 4 types of mukti, Salukya, Sati, Samippa and Sarupa, they don't want. поэтому Кришна говорит, те, кто являются преданным Господа, они даже не хотят, отвергают вот эти типы освобождения, которые я им предлагаю. Саюджа, Самукти и Салокья. Salukya, Sati, Samippa and Sarupa. Салокья, Шасти, Самипья и Сарупья. They don't want Sajujya Mukti. Sajujya means oneness with Brahma. Они не хотят Саюджа Мукти, они хотят слияния с Браманом. Advaitavadi, impartialists, they want Sajujya Mukti, how to merge in Brahma. Адвайтавади, имперсоналисты, они хотят Саюджа Мукти, то есть слиться с Браманом. But the devotees didn't want any kind of. Но преданные Господа не хотят никакого освобождения. So devotees they want what things? What do you want? Что же они хотят? Direct serve to divine Radha and Krishna Guru Vrindavan. Они хотят прямое служение божественной чите Радхи и Кришне на Галохе Вриндавана. Understand? Понимаете? And especially serve to Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari. И в особенности служить Шримати Радхике под руководством Рупы Манджари. This is our Gaudiya Raganуга-бхакти Sampat. Это наша Гаудия Рагануга-бхакти Самбат. Sri Rupa Manjari Kararjita Padavaram Vashrandana Bhajarvita Mastakaya Ha Madhada Kanaka Gauri Padarvinda Sanavani Sanake Tabaking Karisi Tabaivasmi Na Jivami Tayavina Iti Vigaya Terade Tanganayami Charanam Tabaiva I am yours, I am yours. Yes, Srimati Radhika. Я твой. О, Шримати Радхика. Please accept me Пожалуйста, прими меня. as like your insignificant maid servant Как свою незначительную служанку. and give me service unto your lotus feet under Пожалуйста, guidance of дай мне служение твоим лотосным стопам под руководством Рупы Манджари. these types of movement. Такое настроение проявится. Gaudiya Vaishnava means is what? Гаудия Вайшнава, Those что who это are значит? one-pointed with Srimati Radhika. Это те, кто единонаправлены на Шримати Радхику.
And Gaudiya means these. Гаудия означает Those who are the devotee of Srimati Radhika. те, кто является преданными Шримати Радхи. Not serve to others, only Srimati Radhika. И не служат другим, только Шримати Радхи. They are one pointed with Srimati Radhika. Они единонаправлены на Шримати Радхи. Radhika, Radha, Vaikantika. They are one pointed with Srimati Radhika. То есть одна цель только, одна точка, Шримати Радхи. Radha meri samini, main Radhin ko das. Janam janam moi diyo Vrindavan ko va. Yes, Srimati Radhika. О Шримати Радхика. And life after life, birth after birth. Жизнь за жизнью. Birth in Vrindavan. Рождение за рождением. Пожалуйста, позволь мне рождаться в Вриндаване. And Radha meri samini, Srimati Radhika, she is my mistress. И Шримати Радхика, она моя госпожа. Main Radhin ko das. I am the maid servant of Srimati Radhika. А я являюсь служанкой Шримати Радхики. This is the mood of Gaudiya Vaishnava. Таково настроение Гаудия Вайшнава. Understand? Понимаете? All these things. Всегда думайте Srimati Radhika. Radhika Uncharini. о том, что я должен служить Шримати Радхике. And so now coming in this way, И таким образом, Shradha, I also explained, this Shradha is going to, and Sadhu Sangha, associated Sadhu, high class, exalted Vaishnava Sadhu. Шрадха, она проявляется благодаря общению с возвышенными преданными. Sadhu Sangha means, Sadhu means is what? Саду Санга, There are саду, many kinds что of sadhu. такое? Существует много типов саду. Formi Sadhu, Gyani Sadhu, Yogi Sadhu, stupid nonsense Sadhu. Карми садху, Rascal гьяни садху, йоги садху, глупое недоразумение садху, негодяй садху. And first class Sadhu means is what? Первоклассный садху, что это значит? Who is one who completely surrendered to Srimati Radhika. Тот, кто полностью предан лотосным стопам Шримати As Радхи. our Goswami Pad, Как наш Рупа Госвами Пад, как Бхактивинод Такур, Bhaktivinoda Prabhupada, как Бхактистанда Прабхупада, Bhaktivinoda Sai Maharaj, Gurudev. Бхактивинанда Свами Махарадж, Гурудев. Perfect high class Все example. они идеальные примеры возвышенных садху. And no need to go others. Не You have to нужно come in our отправляться никуда в другое место, disciplined нести никому succession Guru другому. Parampara. Мы должны принять прибежище вот в этих представителей, чистых Nowadays представителей many Гуру people they are Парампары. running here and there. А сейчас очень большая тенденция, люди бегают туда и сюда. They are going to here and there, Babaji Sampradaya, here Sampradaya. They don't know about Guru Parampara. In this regard, they are running here and there. They have no Guru Nishta. Они бегают к разным бабаджи с сампрадаям, другим сампрадаям, еще каким-то сампрадаям, потому что они не имеют представления о Гуру Парампаре. У них нет Гуру Ништи. You have to Guru Parampara. Мы должны иметь Гуру Those who are Парампару. not line of Bhaktivinoda Thakur, Те, кто не в линии Бхактивинода Такура, мы не должны отправляться сюда. understand? This is very important. Поймите, это очень важно. Guru Nishta means is what? You have to come in our Guru Гуру Ништа, line of что Bhaktivinoda. значит? Мы должны быть в линии Бхактивинода Такура. Then, if someone speaks very nice, sweet rasa katha, should not go. Why? Because he is not in the line of Bhaktivinoda Thakur. Если даже кто-то говорит очень-очень прекрасную, экстатичную харикатху, вы не должны туда идти. Почему? Потому что он не в линии Бхактивинода Такура. You always should be one pointed with our Guru Parampara. Вы должны всегда быть единонаправлены на линию нашей Гуру Парампары. So, first sloka you have to learn. И первую шлоку вы должны выучить. Какую? Dasamul-tattva. Dasamул-таттва. Amnaya praha-tattam harima paramam sarvasakti nasabdi tadavinnam sangscha jivana prakriti kavalitano tatvimustangscha bhavat veda veda prakasam sakalam vapi hare sadhanam suddha bhakti saddham tatpriti ebe upadisati janana gaurachandra sangsa. Lord Chaitanya himself direct, he gave the instruction, 10 principles. He gave instruction. Господь All his Чайтанья prophets. лично напрямую сказал 10 принципов. Вы должны запомнить эти 10 основных принципов. And first is what? Amna praha. We have to Первое. one pointed with our Guru Parampara. Первое, что это? Амная праха. Вы должны быть единонаправлены на нашу цель ученической преданности, на нашу Гуру Those who Парампару. are not in the line of Bhaktivinoda Thakur, Те, you кто should not associate with them. не в линии Бхактивинода Такура, вы не должны даже общаться с ним. You understand or not? Понимаете или нет? Otherwise, Bhakti will not manifest. Иначе бхакти не проявится в сердце. Because you have no Guru Nishta, Guru Потому что Parampara Nishta. нету Гуру Ништи, нету Гуру Парампары Ништи. Understand? Понимаете? Babaji Sampradayas, Bhakti Siddhanta Prabhupada Sampradaya not same. Бабаджи Сампрадай и Сампрадай Бхакти Веданты Прабхупада это совсем разные вещи. So, first, if you want to be a devotee, you have to first understand Guru Parampara. Итак, если вы хотите достичь чистой преданности, тогда вы должны сначала понять, что такое Гуру Парампара. Understand?
Nowadays, many people are running here, going to Bhagavan Сейчас, Sampradaya. в наше время, люди, They don't know, they have no idea what is that Guru Parampara. многие люди бегают туда-сюда, у них нет никакого, ни малейшего представления, что такое Гуру Парампара. Guru Parampara this is. You come in our line of Bhakti Vinod Thakur. Гуру Парампара значит это, то есть те, кто находится в линии Бхактивинода Тхакура. This is very important. Поймите, это очень важно. Bhakti comes from our recipients of the Guru Parampara. Бхакти приходит благодаря нашему распространителю Гуру Парампары. Especially Bhakti Vinod Thakur, Bhaktivedanta Prabhupada, Особенно Sai Maharaj, Srila Gurudev. This is our Guru Parampara. Бхактивинод Тхакур, Бхактисиданта Прабхупада, Бхактисиданта Свами Прабхупада, наш Гурудев, это Гуру Парампара. You understand? First Понимаете? understand it. Сначала, сперва поймите это. Otherwise, if committed offense, lotus feet of Guru. Иначе будете совершать оскорбление лотосным стопам Гуру. Then, so, Sadhu Sangha means Итак, Саду Санга значит Rasika Vaishnav and those who are in the line of our Guru. Расика Вайшнав и тот, кто находится в линии Гуру Парампары. What Babaji Sampradaya will give to you? Что Бабаджи Сампрадай может дать вам, а? What things will get from him? Что вы можете от них получить? 11 moods, 5 stages. Pancha, Dasa and Ekadas Bhav. In Bhaktivinoda Thakur explained Jaiva Dharma. 5 настроений, 11 стадий. Бхактивинод Тхакур, он объясняет это в Джайвадхарме. That Babaji Sampradaya will not give to you. Бабаджи Сампрадай не даст вам этого. Or Bhaktivinoda Thakur have gave everything. Но Бхактивинод Тхакур, он уже дал все. He gave everything. Он дал все. You chant holy names, associate with our Guru Parampara, listen Hari Katha, automatically manifest in our heart. Повторяйте святые имена, общайтесь с нашей Гуру Парампарой, и естественным образом Бхакти проявится в вашем сердце. They not give you Siddha Pranali. Siddha Pranali is what Mahaprabhu has given. И тогда вы осознаете свою ситха пранали. Ситха пранали, как ее можно получить? Только Махапрабху может дать ее. What Siddha Pranali? Что такое ситха Siddha пранали? Pranali, perfect and process how to enter in Brajarasa. Ситха пранали это совершенство и процесс, с помощью которого можно войти во Враджарасу. Bhaktivinoda Thakur gave everything. Бхактивинод Тхакур дал все. Понимаете это? Поймите. You read? Читайте. Chaitanya Mahaprabhu Tinadapi Suni Chena Chaitanya Savarva Shrishna Amanina Manadina Kirtanya Sadar. That is called perfect Siddha Pranali. Читание Махапрабху дал эту шлогу Тринада Писанична. Это означает совершенная ситха пранали. And Rupa Goswami Pad also explained. И Рупа Госвами Пад также Siddha объясняет. Pranali, perfect process how to attain the Prema Rasa. Ситха пранали, то есть совершенный процесс, с помощью которого можно достичь расы. That is what? Shradha, Что это Sadhusanga, значит? Шрадха, Dinokriya, Садхусанга, Anasakti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhav and Prema. This is the perfect Siddha Pranali. То есть это совершенная ситха пранали. If you have no Shraddha, how possible to Prema Rasa manifest in your heart? Если у вас нет шрадхи, как возможно, что If према you рас have no проявилась? Guru Nishta nor Guru Bhakti Если у вас нет гуру нишских, гуру бхакти, and full of anarthas, how possible главное анарт, как Rasa возможно, manifest? чтобы раса проявилась в сердце? А? You understand this thing? Поймите это. If your heart is full of anarthas, Prema Rasa will not manifest. Если ваше сердце полно анарт, тогда према раса не проявится. Is it true? Это так или нет? If you go to the Babaji land, listen to Radha Rasa Sudhanidhi or Yakata, Prem not manifest. Если вы отправитесь к Бабаджи и будете слушать Харикатху, Арадхи с Кришной, с Кришна-лилы, прямо проявится в вашем сердце? Нет. Listen Harikatha from bona fide Guru and in our Guru Parampara. Слушайте Харикатху от подлинного гуру и нашей Гуру Парампары. This is very important. Это очень важно. They are now free from all kinds of anarthas, unwanted. И тогда вы освободитесь от всех видов анарх, нежелательных вещей, That is качеств. called anarthan vritti. Это называется анарх-невритти. Free from all kinds of unwanted things. Освобождение от всех нежелательных вещей и качеств сердца. So sadhu sangha, then bhajana kriya. Итак, саду санга и затем баджана крия. And to practice bhajan. То есть практика баджана. This bhajana kriya again two types. Эта баджана крия, она также двух видов, двух типов. You understand? Понимаете? Two kinds of bhajana kriya, right? Записывайте два типа Two баджана kinds крия. of bhajana kriya. Два типа баджана крия. What is that? Что это? Nishtita bhajan and anishtita bhajan. Ништита баджан и аништита баджан. Nishta means steadiness. Ништа означает устойчивость. Or anishtita bhajan, unsteadiness bhajan. А аништита баджан значит неустойчивый баджан.
Remember or not? Запомнили или нет? Да. How many types of bhajana kriya? Сколько типов баджан кри? 2. 2. One is called nishtita. Один Another is называется called ништита, anishtita а bhajan. второй аништита баджан. Anishtita bhajan, again 6 types. Аништита баджан также подразделяется на 6 типов. Tomorrow we'll discuss. Поймите, завтра мы это будем обсуждать. To 12. А сейчас у нас 20 минут до 12. First, that is called 15. utsahamai, so much enthusiastic. Сначала Утсахамай, это приходит так много энтузиазма. Anishtita bhajan, 6 types. First, utsahamai. Аништита баджан подразделяется на 6 типов. Сначала очень много энтузиазма приходит. Утсахамай. Then ghanatarala, thick and thin. Затем ганатарала, то есть толстый, тонкий. Third, buddha vikalpa. Затем бура викалпа. Buddha vikalpa. In decision stage. Как бы стадия нежелательности. Нерешительности. Then vishaya sanghara. Затем Struggling вишая to enjoy the sense gratification. то есть борьба Vishaya с sanghara. желаниями удовлетворять чувства. Tomorrow bring one blackboard. Завтра доску принесите. Yes. Будем писать. Vishaya sanghara, to enjoy the sense gratification. Struggling to enjoy the sense gratification. Итак, вишая санга, то есть борьба с желанием чувственных наслаждений. Fifth, that is called niyamakshama. Затем пятый ниямакшама. Niyamakshama, to unable to maintain the all rules and regulations. That is niyamakshama. То есть неспособность следовать всем правилам предписаниям. Sixth, tarangarangini. И шестой таранга рангини. Diving in the ocean of and name, fame and reputation. Это как бы бултыхание в волнах славы, почести и так далее. So these are the 6 types of anishtita bhajan, unsteadiness bhajana. И таким образом это 6 типов аништита баджана, то есть неустойчивой баджана. What did you write? Что ты записал? 6 типов Six types. аништита баджана кри. Аништита баджана. Утсахамаи. Это значит Утсахамай means энтузиазм, ложный энтузиазм. false enthusiasm. Enthusiasm. Second, Ганатарала. Ghanatarala. Это Thick and thin. Толстый, тонкий. да. And third, Потом Третье. Buddha Бура vikalpa, Викалпа. Это нерешимость. indecision stage. Мгм. Fifth, Пятое. Вишая Сангара. Vishaya sanghara, struggling to enjoy the sense gratification. And then Ниямакшама. niyamakshama, Это unable to maintain the all rules and regulations of the scripture. Итак, пятое, значит, это борьба, противостояние с желанием чувственных удовлетворений. И шестое, это неспособность следовать всем правилам предписаниям. And unable to maintain all the rules and regulations of the scripture. Ниямакшам, то есть неспособность следовать всем правилам предписаниям. At sixth, Тарангаранги. tarangarani. First class. Затем Good, excellent. Тарангаранги. шестое тарангалранги, And diving in the ocean of то есть and name, fame and reputation. как бы балансирование в океанах имени, славы и почести, в общем. So tomorrow I'll discuss. И завтра будем обсуждать это. Then you will first class student. И тогда вы станете первоклассными учениками. Class students. Не будете глупыми учениками. So tomorrow we will Нехорошим. ask. Завтра я буду спрашивать. Okay? Хорошо? What is your name? Как тебя зовут? Krishna-Priya. Кришна-лила. Your name? Тебя как зовут? Ирина? Я Нина. Я Нина. Okay. Everybody learn, right? Ask. Все выучите это, завтра буду спрашивать. And Harikatha means is what? Харикатха. Харикатха что значит? Нужно выучить что-нибудь. You learn something. Нужно учить что-то. Spiritual school. Это духовная школа. You have learned something. Должны что-то выучить. Good Pramana. Вот, Okay, distribute prasad. What is your question? да, распространите просад уже. Второй листочек тема бхакти. Первый Кришна-каршана. Krishna Akarshan. First is Prema. First is Krishna-каршана and second Second, that is called Sandhya Ratma Vishesh Atma. Sandhya Ratma
Vishesha, Sandha, Sandra, Sandratma, Sandharatma, Vishesha. When that flame will become very condensed. Sandra means condensed. Это первый листочек, а второй вот она привлечет Кришну. Condensed instant. If you boiling the milk is what? More and more, thicker and thicker, thicker. Что значит конденсировано? Когда молоко утапливаете, что значит конденсировано? Когда молоко утапливаете, оно становится более и более плотным. А как это называется? Sandratma. Самратма, Sandharatma, Vishesha. Сандраратма Вишеш. Okay? Какой? Можем ли мы понять шастры без гуру и садху? Can we understand shastras without guru and sadhu? Can we understand shastras without guru and sadhu? Can we understand shastras and scriptures without guru and sadhu? Нет. Without guru, you cannot understand the shastra. Без гуру невозможно понять шастру. And bona fide guru explained the perfect meaning of. Истинный гуру объясняет совершенное значение шлок, стихов. Because shastra Sanskrit there are many meanings. Потому что шастры состоят из санскрита, а на санскрите у каждого Which is слова много the perfect значений. meaning. The bona fide guru and shastra. И только лишь истинный гуру он может дать самое совершенное объяснение, значение. Sadhu guru Vaishnava. Поэтому должен быть садху гуру Вайшнава. Sadhu and guru. Садху и гуру. Sadhu means Vaishnava, guru means. Садху означает. So by the mercy of sadhu guru, they will perfectly understand the meaning of shastra. И по милости вайшнавов мы сможем быть способны, мы сможем понять шастры Писания. Because all our shastra written by Sanskrit words. Потому что все наши шастры написаны на санскрите. Sanskrit have many meanings. У санскрита у каждого слова много значений, не одно. Many types of moods are there. Очень много настроений присутствует в каждом. So without associate И без общения of bona fide sadhu and guru, cannot understand the meaning of shastra. подлинными садху и гуру невозможно понять истинное значение шастры. Поймите. Говори его. Алексей, сейчас вам question. Какой? Ну, вопрос. Почему мы должны родителям, когда мы же родители не просили нас рожать? Правильно? Многие родители родят и нарожают детей, и как щенят. The question is why we in debt with our parents because we didn't ask them to give birth to us. Мы родители не Why просили we in debt with the parents because we didn't ask parents to give birth for us. Кто выбирал это дело? Because now it's some tendency, you know, some parents they just producing children but not taking care about them. This is Western culture. This is not Vedic culture. В общем, это западная культура, это не ведическая культура. You did not ask. That time you are you did not talk to your mother, father. So why would you ask? Если, говорит, вы не разговариваете со своим как бы, Отцом и отцом и матерью, зачем вы спрашиваете? You did not ask your parents to give birth to them. То есть вы же не спрашивали это. Зачем так говорите? Мы не спрашивали своих родителей давать нам рождение. Да. А почему так оно и есть, в принципе? Я вот лично в этом убежден. Я своих родителей не просил себе рожать. И чаще всего, перед тем, когда рождение ребенка идет, они даже не понимают об этом. You are always great. Потому что он уже ответил, Махарадж. поэтому не понимает. You are always be. Карма разрушена, поэтому. You are listen. You are Слушай. always be honor your parents because parents give you the human body. Human body is very very Мы должны всегда почитать наших родителей, потому что родители дали нам это человеческое тело. Человеческое Because- тело очень редко. Only this human body you can to deliver from this. Потому что только с помощью этого человеческого тела мы сможем освободиться из этого круговорота рождения и смерти, из этой материальной вселенной. You ask or not. When you are in the body of your father, Ты that time спросил you are или нет, that question not coming. когда ты находился в теле своего отца, этот вопрос не возникал у тебя. Understand? Понимаешь? You should be always indebted
of your parents. They gave this human И body. поэтому нужно всегда чтить родителей, потому что они дали это тело. They gave you birth. This is, you are Они very дали lucky. рождение, значит, ты очень удачлив. Only the human body you can chant holy. Потому что только с помощью этого человеческого тела If у тебя есть your возможность parents повторять would святые имена. not give birth the human body, you would not come here also. Если бы родители не дали человеческое тело, сюда бы ты не пришел. You did not ask, Я ничего бы не потерял. but you have come. Не был бы никому не должен, не обязан. Ты не спросил, но тогда бы ты не смог прийти. У меня тут дело нет проблем. Оказывается, смысл-то я и так там, наверху. Nobody, no problem. Где? Nobody, no Лично problem. У меня была риторическая, я знаю, как это происходит. Я много я видел. У меня- This is called the impartiality. Это называется имперсонализм. Not manifesting your heart. Это значит, что присутствует оскорбление, аппаратхи, поэтому бхакти-деви не проявляется в нашем сердце. If your heart free from all kinds of anarthas and especially offenses of wrath, very quickly bhakti manifest in your heart. Если ваше сердце очищено от анарх, и в особенности от аппарата, оскорблений, тогда очень быстро бхакти проявится в сердце. Give an example. If you have any what is called influenza, and very quickly that disease coming in your body, and very quick you also are become sick. Например, если у нас плохой иммунитет, то тогда мы можем очень легко заразиться, заболеть каким-то вирусом. This is simple. Таков He has признак. influenza, so much. Допустим, вот он болеет. If we associate with them very close to sit, then within couple minutes you also start to И если будете с ним общаться, сидеть your слишком nose близко, starts to тогда через running and очень also короткое время вы будете также чихать, сопли потекут из носа и так далее. is the Понимаете? nature. Это такова природа. Or in the same way, Таким же образом, if we associate with the devotee, если вы общаетесь с преданными, с чистыми then bhakti преданными, is very quickly also spread тогда and Bhakti. coming in your heart. очень быстро распространяется и приходит в наше сердце. Understand? Понимаете? Or if not bhakti not coming, that things you may think, oh, he is not pure devotee. А если бхакти не приходит в наше сердце, тогда мы можем подумать, то, что он не чистый преданный. So give up to association with that devotee. И тогда нужно оставить общение с этим преданным. Another hand, А с другой стороны, if bhakti not come, if he is pure devotee, but bhakti not coming in your heart, если он чистый then преданный, you но can бхакти, say, oh, you have many kinds of anarthas and especially offenses of wrath. So bhakti not coming. но бхакти не приходит в наше сердце, тогда мы можем подумать, то, что, ой, наверное, у меня очень много оскорблений, аппаратов в сердце, и поэтому бхакти не проявляется. So what you will do again and again? I come here Идем сюда, because you are sleeping. потому что ты спишь. Huh? Лisten. Listen, don't sleep. Слушайте, не спите. Come class means you are listening. Пришли на лекцию, значит, надо слушать. So now coming in this way, Таким образом, bhakti manifested one's heart. There are three symptoms. когда бхакти проявляется в чем-то сердце, появляется три признака. Bhakti means tendency to serve Guru and Vaishnava. Бхакти означает тенденция к служению гуру и вайшнавам. Adatu sevam iti bhakti. Servicial motive. То есть настроение служения, желание служить придет. The Sanskrit word that is called Seva-вритти. На санскрите это называется Сева-вритти. Krishna Seva Vasana will come. How to serve to Guru and Krishna. Кришна Сева-васана придет. То есть как служить гуру и This Кришне. is the symptom of Shradha first. Это признак то есть это начальный признак Шрадхи. You have faith someone, then automatically what? Your tendency will come to serve to him. Если у вас есть вера в кого-то, то естественным образом появляется тенденция служить ему. So this is the first symptom of Shradha, that is called Sarupa Lakshana, ingenting and direct symptoms of Shradha. Это первый признак Шрадхи. То есть это прямое указание на то, что That is called появилось Шрадха. internal symptoms, Sarupa Lakshana. Это сварупа лакшана, внешний признак.
are external symptoms of Shradha, that's Lakshana. Ой, это внутренний признак. А внешний признак? The faith with the instruction of Guru and Shastra. Это вера в наставление гуру и шастры. Remember or not? Запомнили или нет? You understand? Ты What понимаешь, did I say? что я сказал? What are the symptoms of Shradha? Каковы Swarup симптомы Lakshana and Tatastha Шрадхи? Сварупа Лакшана Lakshana. и Татастха Лакшана. Swarup means direct symptom. Сварупа означает прямой признак, And or indirect symptom. а не прямой косвенный признак. So Shraddha, faith, Да, direct symptoms, that is called Seva-vasana. Итак, прямой признак Шрадхи это Сева-васана, то есть тенденция к служению. Krishna, Seva-vasana. Desire to serve. Here Krishna means Guru both. Guru, Кришна также означает гуру. Guru, Vaishnava. Это означает гуру, Вайшнава и Кришна. You understand? Понимаете? То есть желание служить придет. Tatastha Lakshana, А Татастха indirect Лакшана symptoms. косвенный признак. What is that? Что это? Remember? Помните? You forget. Забыли уже? Вера в гуру, шастру. You are right. Nice. Да, ты прав, Nice. молодец. Хороший мальчик. Yeah. If you give answer, then nice student. Если отвечает, значит хороший студент. That means I believe Значит, you are что? attentively listen Harikatha. Тогда я могу поверить, что ты внимательно слушаешь. Otherwise, listen this year, going this year. Иначе слушаешь одним ухом, выходит из другого. Understand? Понимаете? Two kinds of listeners and two kinds of speaker. Three kinds of listeners and three kinds of speaker. Существует три типа слушателей и три типа говорящих. Remember. Запомните. How many speakers? Как много говорящих? Three. Три. And how many А как много слушателей? listeners? Три. Three. То есть три типа. First kind of listeners, they very attentively listen Первый тип слушателей – это тот, кто слушает очень внимательно. and enter in their ears and coming in their heart Это заходит в его уши и опускается в сердце. and thinking everything. That is called И он first обдумывает class все это. Это значит, listeners. это называется первоклассный слушатель. And understand. And Понимаете? sitting in front of speaker and being Он attentively. сидит напротив говорящего и очень внимательно слушает. Understand. Понимаете? Another kind of second А второй kind тип of слушателя listeners, that is called not properly listening. Sometimes listening, sometimes not это listening. тот, кто слушает недолжным образом. Иногда слушает, иногда нет. Sitting against leaning the chanting holy name, serve Vaishnava. И что же Then делать? all offenses will remove from your heart. Then one day bhakti will manifest. Снова и снова повторять святое имя и общаться с чистыми преданными, и тогда постепенно, через какое-то время, бхакти придет в наше сердце, когда сердце очистится. Tadasma saram hidam patidam jadgrijamani harinama devi. Srimad Bhagavatam gives evidence. Шримад Бхагаватам дает Because if you доказательство. chant holy names, your heart must be melted. Если вы повторяете святое имя, ваше сердце должно таять, And tears rolling down from you. и слезы потекут из ваших глаз. But you are chanting holy names, no symptom of any ecstatic mood, no tears rolling down. Но мы rolling down. повторяем святое имя, никаких признаков экстатического настроения, слезы не текут в наши глаз, ничего. No hairs also standing and Волосы не встают дыбом. no any symptoms of ecstatic mood. Никаких признаков экстатического So настроения. then may you concluded Тогда мы можем заключить, you have many kinds of offenses. то, что мы имеем очень большое количество оскорблений и аппаратов. तबे जानो अपराध प्रचुर कृष्ण नाम विजिताते नाय अंकुर. चैतन्य चरितामृतम explain this. Читание Чаритамрити. Chanting holy names but no any symptom of ecstatic mood. Если повторяем святое имя и That нет means никаких you have признаков many kinds of экстатического offenses. настроения, значит, что мы совершаем очень много оскорблений, аппаратов. So what will do now? Что же делать? More and more, again and again chant holy name. Больше и больше, снова и снова повторять святое имя. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the process. Таков процесс. How will remove all kinds of offense from your heart? Learning, chanting holy names and servicing Guru and Krishna. Как же убрать все оскорбления, аппаратки из нашего сердца? Нужно всегда служить Вайшнавам, Гурудеву и повторять святое имя. This is the no. There are many other alternative processes. Не существует никакого другого альтернативного процесса. Понимаете? You listening or not? Ты слушаешь или нет? Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Morning, no need to give for garland, only evening. So continue. I also discuss Madhurya Kadambini, Grantha. Так, продолжаем обсуждать Мадхурья Кадамбини. How to develop our spiritual life. Как развивать нашу духовную жизнь. Step by step, Shradha. Шаг за шагом. От Шрадхи. Постепенно от Шрадхи до Асакти, Бхавы и Према. Bhakti is as like an influenza of one kind of disease. Бхакти, оно подобно одной из болезней. Srila Sanatana Goswami Pad, Шрила Санатана Госвами Пад, Bhagavatam into this word. он использует это слово. Because bhakti manifested one's heart, Потому что associate with him, then very quickly to spread to others. Потому что если бхакти, оно проявилось в чем-то сердце, то из-за общения с ним, это бхакти очень часто, то есть оно очень быстро распространяется в сердца других. But a condition, if your heart is neat and clean, and especially no any offenses, aparad, Vaishnava aparad, then very quickly bhakti manifests in your heart. Но есть одно условие, если ваше сердце чистое и в нем нету аппарат и оскорблений, тогда очень быстро чистая бхакти проявится. Maybe you ask why associate many devotees, why no bhakti coming? Может быть, мы можем задать вопрос такой: я общаюсь с таким большим количеством преданных, но почему бхакти не приходит? Why bhakti is not coming in your heart? Почему бхакти не приходит в мое сердце? That means Это значит, offenses, aparad. For this regard, Bhakti Devi, she